Тут особо рассказывать нечего. Тут все и так, как говорится. Все налицо. Вот, видишь? Окей, я снимаю. Ага. Ну давай, давай. Самое главное, что приносит искусство, на мой взгляд, это должна быть эмоция. Притом знак у эмоции может быть разный. Может быть положительный, может быть отрицательный. Лучше, конечно, когда он положительный. Я, допустим, в своем творчестве стараюсь, чтобы эмоция была положительная, как можно более положительной. Ну, насколько это возможно сделать и насколько у меня получается. Вот эти линии сделал. Сейчас начинает дышать. А потом я их пригашу, конечно. Конечно, я их пригашу. Но сейчас, пока краска свежая, это вот такая вот техника, которая мне позволяет создать дыхание холста. Вот мне кажется, что это правильно, потому что это нереалистическая живопись, совершенно нереалистическая. Поэтому мне важно и ценно, чтобы было какое-то движение линии, графики, графическое выражение. Так сложилось, что с очень раннего возраста меня потянуло к этому делу, и у меня были краски. Мне наша соседка, ныне покойная, жил я в Севастополе в коммунальной квартире, и была замечательная женщина, такая тетя Надя, ее сейчас нет, уже давно нет. Вот, она делала мягкой игрушкой, занималась, у нее были краски. И вот я как-то помню, она мне дала краски масляные, притом сразу. Я начал что-то малевать, что-то рисовать, какие-то сюжеты, даже чуть ли не как матрос бросается под танк. Ну и мальчик, сколько мне было, лет 6, наверное, может 7. И она тогда сказала, что вот, значит, когда-нибудь ты будешь художником, историческим, живописцем. Все, что я делаю, это из детства моего. Это все, что я создаю, все то, что вы видите, зритель видит, мое искусство и творчество, это все из моего детства. Это все то, что когда-то я слышал какие-то истории. Это когда-то я приезжал в Кишинев из Севастополя к бабушке и дедушке и напитывался, так сказать, этой жизнью. Вот. Жизнью, ну, Кишинев тоже был большое местечко такое. Вот. Это ж не, это столичный город, он потом стал на каком-то этапе, а поначалу это такой же вот провинциальный город. Большой провинциальный город, такой болото, как Пушкин еще писал, что в Кишиневе, значит, пыль, да, комары да пыль. Вот. Примерно так. Я не берусь цитировать Александра Сергеевича, но примерно так. То есть пыльный город. Вот. Но тем не менее, все, что я делаю, это из моего детства. Вот цикл это «Домовые еврейского дома». Да? Сегодня это большой цикл, который я на протяжении 15-18 лет я его делаю. И вот сегодня я пришел уже к такому решению этого цикла.
То есть это в чем, как говорится, заключается его основной принцип? Это большой предмет, равновеликий, примерно равновеликий, с фигурой. То есть это домовые еврейского дома, это нереальные люди. Поэтому они немножко и похожи как бы на таких вот сказочных, не сказочных, но таких вот полусказочных персонажей. Потому что они такие есть на самом деле. Вот. Но как бы мы их ни называли, это все равно черти. Это черти. Поэтому не случайно сейчас в последних вариантах этого цикла у меня появляется одна нога натуральная, такая получеловечья, а вторая нога птичья. Вот посмотрите, здесь как раз есть, значит, то, что я рассказывал. Раньше этот весь цикл, он строился по другому принципу, он был вот такой. Он был, скажем так, более живописный, теплохолодный. То есть живописность заключалась в большей теплохолодности. То есть в более натуральном как бы подходе к изображению. Сегодня это декоративный подход. И теперь, это очень звонкий, хороший красный. Вот, такой достаточно редкий. А теперь мы возьмем вот такой красный, другого оттенка, больше малиновый такой. Как борода у этого персонажа. О, смотри, это совсем другое дело. О, вот теперь это... Главное, что остается где-то маленькие просветы холста с той подкладкой, которая есть. И вот это как раз, мне кажется, и должно быть. Потом я стал учиться и понял, что мне только интересно заниматься этим, ничем больше другим. Вот. Но понял и другое, что чисто живописцем я быть не хочу, а хочу заниматься каким-то более прикладным как бы видом, да, творчества. И вот появился театр, после художественного училища Симферопольского, появился в Ленинграде знаменитый алгитмик, вот, факультет, который основал Николай Павлович Акимов. И на этом факультете учились и Тюльпанов, и Шемякин, и знаменитые очень художники, такие люди. Главное, что я говорю еще раз, не потерять свежесть этой картины. Вот в этом весь, так сказать, вся главная составляющая, не потерять вот это ощущение, впечатление, что холст все-таки должен светиться изнутри. Хоть немножко, хоть как-то. Вот. Хоть в каких-то маленьких деталях, в смысле кусочках, но он должен оттуда пробиваться. Вот. Но это, мне кажется, принцип, вот Наталья Гончарова так работала, многие вещи ее так сделаны. И я думаю, что это правильно. Вот сегодня мне интересно этим заниматься. Пайлоты альбомов, которые будут изданы. Вот сейчас помешала война. Тут еврейская тема. Вот, различные, притом темы разные, в разных техниках сделанные, разные по наполнению, разные по экспрессии, разные по цветовым решениям. Вот. Да, это опять Маркес, это я начинал, это «100 лет одиночества». Есть 6 картин, которые я когда-то сделал, но это давно было. Вот. Этот пайлот, значит, здесь еврейская тематика, и это первый том.
Вот последний цикл, который я делаю, это танахические истории. То есть вы видите, что работа маленькая по существу, но этих работ уже придумано 18 штук. То есть часть из них уже сделана, часть еще нет. В чем проблема? Что большие картины я бы сделал. То есть я надеюсь, что это будут все-таки эскизы для больших картин. Одна проблема — складировать эти картины совершенно негде. Сейчас я покажу еще другие работы, последние из этого цикла. В чем, как говорится, цельность и смысл всего этого цикла? Я решил все это решить через дерево, через оливу. Безумно люблю оливы. И вот через оливу я решил сделать весь цикл. То есть фигуры, то, что происходит там на заднем плане, это стаффаж, это маленькие фигурки, которые, значит, как бы вот отражение этих танахических историй. А на самом деле главное действующее лицо — это вот это дерево. Вот такая вот работа, это такой Иерусалим. Тут нет конкретного действия, но тут есть эта олива. С этого, как говорится, вот с этой работы весь этот цикл, он начался. И я понял, как я это должен решить. Как мне интересно это будет сделать. Вот так я и сделал. А в этом томе, это второй том, он называется «Посвящение титанам». Весь том посвящен Его Величеству искусству и апологетам, значит, искусства Пикассо, работы на тему Пикассо, работы на тему Дали, чем Шагал, Фрида Кало, чем интересен этот цикл, ну, мне так кажется, что он интересен. Он строится по двум направлениям, он строится по двум ветвям. Одна ветвь – это рассказы, истории, которые я когда-то слышал об этих художниках, а вторая ветвь – это как сны этих художников. Вот, к примеру, «Четвертый сон» Сальвадора Дали, к примеру. Вот. Или, скажем, это «Восьмой сон» Сальвадора Дали, вот «Мистерия голубого неба». Сделаны были работы, тут также Макс Эрнст и так далее, Модильяни, Хайм Сутин, Фрида Кало. Вот. Заглавная картина этой выставки – это в стиле и в композиции «Тайные вечери» Леонардо да Винчи, Его Величество искусства, вот этот треугольник, и вокруг него 12 апостолов. 12 апостолов искусства – это те художники, которых я очень люблю и считаю их значимыми. Как бы это вот я пытаюсь определить свое место и свое назначение, ради чего вообще все это. Мы здесь все собрались, ради чего я пришел сюда. И все, как говорится, остальные. Я очень любил театр и занимался им с огромным удовольствием, и учился на театрального художника, и был безумно счастлив и рад. Но ровно до той поры, пока я не столкнулся с тем, что то, что я хочу сделать в театре, то, что как я чувствую пьесу, как нас учили, меня же учили в конце концов, меня учили, как подходить как художник-постановщик, то есть постановщик этого проекта. Вот. В результате оказалось, что этим занимается только режиссер, а художник не нужен. Фактически понимаешь? Художник не нужен в этом деле. И мне стало неинтересно этим заниматься. Я понял, что мой собственный театр – это моя живопись. Вот это театр. Вот я сегодня занимаюсь этим театром. Потому что все темы, которыми я занимаюсь, это фактически театр. Вот это еврейские темы, штейталы. То есть городок, свадьбы есть у меня большая тема еврейская. Вот домовые еврейского дома – это вообще просто чистой воды сказка, чистой воды фантазия. Вот. Это тоже театр, это все театр. Я считаю, что этот театр намного лучше и интереснее, чем то, что я бы мог увидеть со сцены. Мне это мало интересно. Я понимаю, что есть люди-актеры, которые живут этим. Но я не актер, и я этим не живу. Я художник.
И я живу тем, что я вот создаю свой мир, свой театр в своих картинах. Маркес, он интересно, что он начинался 30 лет назад, 89 год это был, 32 года назад. Крымский академический художественный театр, режиссер, я его знал хорошо, я учился в Крыму, заказал мне эскизы декораций к спектаклю по роману Маркеса. Роман только появился в печати, притом в журнальном варианте. Да, «Осень патриарха», да. Я был, конечно, сражен наповал этим романом. Я понял, что никто из этого пьесу делать не будет. И, конечно, никто не ставил никакого спектакля, его не было. Но, тем не менее, я увлекся настолько, что сделал эскиз декораций и два эскиза сцен, скажем так. Вот они на этой выставке есть. Это «Генерал с петухом на плече» и значит, «Осень патриарха», как бы, сам эскиз основной. Прошло 32 года, и случайно, опять случайно, как всегда в нашей жизни, мне попался этот роман не 32, а 30 лет, потому что 2 года я работал над этим циклом. И мне попался этот роман, и опять все всколыхнулось, и я понял, что да, это то, я должен это делать, я должен об этом говорить. И так получилось, что я сделал большой цикл, 28 картин и рисунков. Это я не считаю маленьких персонажных рисунков. Их тоже очень много, не знаю сколько. Вот. Но вот живописи 15 и 13 большого формата рисунков цветных, которые тоже сделаны в необычной технике. Это рельефная паста, плюс подсветка акварелью и плюс, значит, графические материалы, пастель, карандаши, сангины и так далее. Разные материалы, которые я использую. Ой, очень хороший вопрос и очень сложный вопрос. Новая работа рождается. Я не знаю, что является отправной точкой. Вот, но она, как вот знаешь, как попадает как бы в лоно, да, в женское, вот как. И начинается там зародыш, да. И вот тут то же самое. Тут то же самое. И начинаешь, когда ты начинаешь думать, представлять себе. То есть отправная точка может быть любая. Любая. Это может быть, не знаю, это может быть фраза какая-то, услышанная тобой. Это может быть какое-то ощущение. Вот. И тогда самое главное вот не дать, как говорится, переносить этого ребенка, да, который вот еще не родился, да, надо дать ему. Он начинает созревать, ты вот начинаешь себе представлять, ты начинаешь думать об этом, ты начинаешь как бы приходить к пониманию того, что ты хочешь сделать. Это все на уровне мыслей. Потом проходит какое-то время, забывается, потом опять вспоминается, опять какой-то толчок происходит. И ты вспоминаешь, но я, как правило, что я делаю? Если появляется какая-то мысль, я ее записываю на бумажке. Потом я могу потерять бумажку. Но если вдруг я потом нахожу эту бумажку, вот как сейчас недавно это было, я вдруг увидел на бумажке написано «Домовой кормит рыбой пеликана». Все, и вот сразу есть работа. Сразу есть работа, а когда-то это просто я написал на бумажке. Я не думал, что я буду делать эту работу. А сейчас я ее почти что, вот, вернее, не закончил, но я ее делаю.
Вот. И самое главное, как бы дать созреть этому плоду, и потом, когда ты уже садишься к мольберту, когда уже пишешь на холсте, рисуешь, рисунки делаешь, да, или пишешь на холсте, тогда это рождается, это уже как рождение организма нового. Потому что каждая картина это все-таки свое, это новое. Я когда приехал в Израиль с семьей, вот, мне сразу здесь, честно скажу, не понравилось. Не понравилось. Хоть и я работал художником, и была у меня галерея, с которой я начинал когда-то, но желание отсюда уехать у меня было большое. Мне казалось, что это не мой масштаб, что мне надо какие-то другие просторы. Ну а где художник? В Америке, конечно, в Америку надо ехать. И, в общем, получилось так, что я увез семью в Америку, да. Но я был еще тогда относительно молодой, мне тогда было 40. И я думал, что найду менеджера. И вначале действительно мы жили в Сан-Франциско, изумительный город. Одна только проблема, что Сан-Франциско мне был не по карману. Безумные цены на недвижимость и на все остальное, на услуги. Но самое главное другое. Самое главное случилось то, что никто не думал, не ожидал. Наступило 11 сентября, Нью-Йорк, 2001 год. Это был ровно месяц. В августе я приехал в Сан-Франциско, а в сентябре упали самолеты на близнецы, на State Buildings. И все. И вся экономика Америки за месяц скукожилась, как шагреневая кожа, пошла вниз. И первый год, когда вот мы приехали, были продажи, я много продавал, достаточно много, по хорошим ценам. Все докатилось до ипотечного кризиса. А ипотечный кризис вообще закрыл все. Все закрыл, я имею в виду не только искусство, он закрыл вообще все. У меня в конце, перед тем, как мне пришлось спешно покидать Америку, я был готов работать где угодно. Я приезжал в промзону, но это уже было не в Сан-Франциско, правда, мы переехали, купили дом в Атланте. Я приезжал в промзону, пытался устроиться в любое место. Позиции закрываются одна за другой. Нету. Было место, нету места. Все. На этом все, как говорится, рухнуло, закончилось. Это было страшное время, на самом деле. Мне пришлось спешно покидать Америку и возвращаться в Израиль. У Маркеса нет как бы этого сюжета впрямую. Ну, я вот придумал сам. Это называется «Метафизический генерал». Это эпизод 25. Вот, эпизод 25, да? Метафизический генерал. Вот я использую здесь и Босха, и вот то, что я говорил, какие-то элементы, значит, фольклора индейского, и, значит, вот Гойя появляется здесь, капричос, да, тоже, который я использую, как бы эксплуатируя по полной. И мне кажется, что вот эта работа, она как бы тоже очень кульминационная на самом деле. Почему? Потому что это сюжет, придуманный, отталкиваясь от Маркеса, но полностью придуманный мной. Долго я искал композиционно, что это будет, и понял, что это должен быть основной сюжет, и к нему еще несколько вкрапленных медальонов, как я их называю, как медальоны. Вот. Несколько крапленных сюжетов, которые не всегда могут быть сценически, видите, слово какое, смыслово даже завязаны в один сюжет. Нет, но они, как правило, все оттеняют основной главный сюжет, который на главной работе. Называется «Похоть» эта работа. И она по формату-то другая, да, потом нашелся тот формат. И вот, допустим, вот эти элементы, которые мы видим, они впервые определились тут.
Это все методом тыка, это методом сделал, стер, сделал. Плюс потом появились рамы, которые они появились не сразу, появились потом. В рамах есть цитаты из Гои, Капричус, из разных всякие чудища, которые с земли и неба, так сказать. Вот. Разные животные и дюрер есть также. Босх, которых я цитирую и стараюсь как бы в рамах дополнить тот мир, который выстроил Маркес, а потом фактически выстроил я. То есть это же не иллюстрации, это совсем не иллюстрации, это работы на тему. Мне было очень интересно все это исследовать, все это завязывать, потому что каждая работа, она завязывалась настолько необычно, я получал такое удовольствие. А вы говорите, что такое искусство? Искусство вот создавать это все, вот это искусство, творить это все. Притом не надо думать, что вот он взял там, использовал это, да, и что? И что? Но из этого же получилось что-то свое. Тут главное только как бы стараться, все время стараться держать вот эти цветовые пятна и стараться, чтобы они не замылились, чтобы они не ушли. То есть наоборот, надо стараться сделать так, чтобы выявить их. Вот это не всегда получается и не всегда становится возможным. Но тем не менее, это такая задача, которую надо стараться выполнять. Семья осталась там, та первая семья. У меня там дети в Америке сегодня живут. Вот здесь, слава Богу, я вернулся сюда, встретил здесь замечательную женщину, с которой мы уже живем 11 лет. У нас родилась замечательная дочка. У меня 4 дочерей. Да, 3 в Америке из них. Одна уже совсем взрослая, у нее двое сыновей, мои внуки. Вот, 2 еще не замужем, средние 2 девочки, и вот младшая есть дочка. Вот так что все, ну это жизнь, так это и устроено, так это идет, так это должно быть. Значит, надо было, чтобы случилось именно так, чтобы я поехал в Америку и понял, вернувшись сюда, что лучше места, чем Израиль, для меня нет. Вот в чем все дело. И это действительно, сегодня я это говорю совершенно с открытым, чистым сердцем. Лучше места нет. Лучше места нет. Потому что те стрессы, которые я пережил в Америке, инфаркт у меня там был, и все, что я, как говорится, там получил, была большая ошибка уехать, но тем не менее, наверное, это часть нашей жизни, и божественный план, я верю в судьбу, верю в судьбу. Наверное, так и должно было случиться. Есть мечта, чтобы дети, внуки, чтобы они жили лучше, чем я. Чтобы у них было больше радости в жизни, чем у меня. Вот такая мечта. Если она сбудется, я думаю, что тогда все не зря было. Поговорил нормально? Хорошо. И видно было, как рисую, да?